Так, Марго, поехали, собирайся. Мы едем в Мерсин. А что там? Если мы хотим своим клиентам говорить правду, как есть все на самом деле, давай поедем и сами все узнаем. 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два чудовищных землетрясения магнитудой 7,8 баллов. Это было сильнейшее землетрясение за последние 100 лет. Сегодня, спустя почти месяц, Турция возвращается к обычной жизни, и мы постараемся рассказать и показать вам ситуацию изнутри. Впервые отправляясь в поездку по Турции за пределы трех, пожалуй, самых известных городов Анталии, Стамбула и Аланьи, я не имела никакого представления о том, куда я попаду. Мерсин неоднозначный, местами людный, но с огромными набережными и зонами отдыха. Исторические объекты совсем рядом с новыми роскошными жилыми районами. А еще он оказался самым сейсмически выгодным. А пока Марго рассыпается в восторгах, я поехал на встречу с нашим давним партнером, мерсинским застройщиком, который уже более полувека удерживает лидирующие позиции на рынке новостроек Мерсина. Даниил, скажите, пожалуйста, как повлияла ситуация с землетрясением на продажи вашей недвижимости? Ну, конечно же, в первую очередь у людей появился небольшой страх, много вопросов. Как бы это нормально, потому что люди переживают, в каком теперь районе у них будет находиться их недвижимость, как бы, чтобы это было сейсмически устойчивое место, как бы, чтобы это не было сейсмически активным местом. Если взять сам Мерсин, то он находится на 4-м месте по сейсмоустойчивости. Потому что Мерсин находится на 4-м месте, спрос на недвижимость среди местного населения очень сильно повысился на новые проекты, потому что люди перестали доверять старым постройкам, они сейчас хотят контролировать именно, следить за тем, как строится их недвижимость. А среди некоторых людей бытует мнение, что сейчас спрос на недвижимость упал и цены скоро пойдут вниз. А какие ваши прогнозы, как вы считаете? Ну, это не так, скажу вам честно, потому что сейчас как раз повысится спрос на бетон, и после землетрясения, как бы грустно это ни звучало, через 2 дня бетон уже вырос на 7%. 40% местные проценты, 40% это страны СНГ и 20% это европейская часть нашего земного шара, так сказать. Ну и в очень малом, конечно, количестве это американские ребята. Лидирующее большинство, 80%, закрыло именно местное население, и они больше всего выбирали низкие этажи для покупки в наших проектах. Возможно, теперь разница в цене между низкими и высокими этажами будет не такая ощутимая, да? Потому что в наших проектах туда же еще мы добавляем коэффициент роста рынка цен недвижимости в Турции. И также еще берем как коэффициент спроса наших проектов. То есть каждые 10% проданного проекта добавляет к прайс-листу в определенный процент. Как бы это 1% с каждых 10% проданного проекта. То есть если мы в этом квартале продали 20% проекта, то мы 2% еще добавим к прайс-листу благодаря этому коэффициенту. С красной зоны, так называемой, стекаются покупатели в белую зону. Мы непосредственно находимся в Алании. Это белая зона по сейсмоопасности, то есть это зона стабильная, здесь не бывает эпицентров, здесь не бывает разломов, но если даже случаются какие-то отголоски, то здесь относительно всегда спокойно. Поэтому, естественно, здесь есть и внутренняя миграция. И что касается внешней, миграции, люди переезжают в Турцию, они сейчас обращают внимание на качество строительства, они обращают на самого застройщика. Все ли требования государства выполняются, на что мы можем сказать сразу же еще такой ответ, что да, в нашем списке обязательных документов также появился этот пункт, и мы сейчас пересматриваем все наши контракты для того, чтобы наш покупатель приходил и покупал самое качественное жилье, и в том числе обязательно безопасное. Да, мы находимся на месте будущего проекта МБ Nature Resort. Здесь на данный момент происходит процесс армирования. Стройки Антон увидел, конечно, очень впечатляющие. Но и я времени зря не теряла, а отправилась пообщаться с местными жителями и узнать, а что они думают о землетрясении. Первый раз проснулся в 4 часа ночи и просто почувствовал, как все трясется и двери стукают. Поэтому пока искал шапку, уже толчки прекратились, я не успел выбежать на улицу, но потом продолжалось, но не так сильно. Do you plan in maybe moved from Mersin later? Or...
No, I do not because my college is still going and I want to finish it because when I'm, getting a bit older, I want to go from here. Нет, переезжать не планируем, потому что достаточно далеко находится город Разлом. В принципе, землетрясение после 6 баллов здесь вроде как бы не прогнозируется, поэтому это не является сейчас фактором риска. Да, день выдался мощный, пора бы нам поделиться впечатлениями. Обычно мы привыкли к тому, что если город на побережье, то это больше туристическая такая движуха, отдых на пляже, все такое расслабленное, но Мерсин этим способен удивить, потому что если ты хочешь жить в городе, пожалуйста, вот оно. На контрасте с Аланией мы сюда только приехали, и мне кажется, что здесь есть все так же, в принципе, как в Алании, но здесь всего много. В прошлый раз я поражался, что здесь всего много. По сравнению с Аланией, как будто все было гипертрофировано и увеличено. Парки больше, детские площадки больше, спортивные площадки больше, ресторанов больше, всего много. Теперь у меня такое ощущение, что как будто этот город строили на вырост для всех тех людей, которые сейчас его населяют. И в принципе, теперь все смотрится лаконично. То есть теперь все так, как и должно быть. Много людей, много мест для этих людей. И город ощущается по-настоящему живым. Как и ожидалось, в Мерсине мы не увидели следов землетрясения. Застройщики продолжают строить свои объекты, не отклоняясь от графика, а жители отделались легким испугом. Тогда где же были реальные разрушения? Мы оставили позади Мерсин и отправились к нашей следующей точке. Ближайший к Мерсину административный округ с одноименным большим городом – это Адана. Адана очень древний город с богатой историей. В разное время он принадлежал армянам, византийцам. Теперь вот он турецкий. И он действительно огромный, с очень большой историей. Здесь сейчас даже свой метрополитен есть. И, кстати, в Мерсине он тоже скоро появится. Да, метрополитен здесь есть. И вместе с тем Адана – это одновременно современный мегаполис и древний город с историческим наследием. Так или иначе, проехав по основным улицам и магистралям, мы не заметили здесь каких-либо серьезных последствий катастрофы. Пора было двигаться дальше. Как проверить свой дом на сейсмоустойчивость? Во-первых, важно знать, что все застройщики передают проекты перед началом работ в строительную палату. А после того, как строительная палата утверждает проект, застройщик, соответственно, начинает работу. Но перед тем, как сдать дом в эксплуатацию, строительная палата, в свою очередь, проводит проверку, которая подтверждает, что все заявленные технические требования, которые указывал застройщик, соответствуют действительности. И только после этого застройщик получает документ и скан. Именно этот документ вы можете запрашивать. Второй путь – это заказать независимую оценку. В зависимости от разных регионов Турции цена может варьироваться. На момент съемки ролика это стоит около 6000 лир. Что делают оценщики? Они оценивают фундамент, вплоть до того, что берут пробы бетона, оценивают местность, оценивают сам участок и после этого дают свою оценку, какой дом по сейсмоустойчивости. Следующий на нашем маршруте Газиантеп. И, конечно, уже по пути к нему, если отправиться не по новой платной дороге, а по той, которая проходит мимо небольших поселений, видны разрушения. Мы не смогли проехать мимо и не показать вам эту разрушенную мечеть. К сожалению, нам не удалось выяснить, что это за постройка, насколько она старая. Но мы уже видим подвоз стройматериалов и будем надеяться, что совсем скоро на этом месте снова будет прекрасная мечеть. В самом городе при поверхностном осмотре разрушений не видно, зато сразу бросается в глаза то, насколько даже ранним утром он колоритный. Конечно, с последствиями разрушений придется разбираться и историкам, в том числе реконструкторам. За моей спиной крепость Газиантеп, она раньше называлась Антеп. Это наглядный пример того, как пострадало от стихии историческое и культурное наследие. Но, кстати, она пережила Византийскую, Римскую империю, была несколько раз разрушена и успешно восстанавливалась. Съехав с главных дорог и оставив позади большие города, мы направились ближе к эпицентру первого землетрясения. И там, в небольших турецких городах, мы увидели реальные последствия трагедии. Финальная точка нашего маршрута – Ислахия. Дальше мы не поедем.
Задачей ролика было показать вам реальные масштабы землетрясения, показать радиус поражения, доехать до тех мест, где эти поражения действительно видны, и также донести до вас информацию о самых сейсмически безопасных районах Турции. Да, мы хотим, чтобы, выбирая для себя недвижимость для жизни или для инвестиций, вы обладали всей информацией. Как бы то ни было, Турция была и остается прекрасной страной для туризма, жизни и инвестиций. Подпишитесь на этот канал, и мы будем вместе следить за всеми новостями турецкой недвижимости и не только.